Привет! Сегодня расклад на тему «Вспоминает ли он о вас сегодня?» и как он о вас вспоминает, что он планирует делать по отношению к вам. Я буду использовать Чиро Маркетти сегодня Ленорман. Открою для вас карты. Расклад будет актуален в тот момент, когда вы его нашли. И как старое вино, мои расклады со временем еще более ценные. Или как намоленная икона, она со временем становится чудотворной иконой. То есть независимо от того, сколько людей посмотрело, мои расклады актуальны будут для вас в момент просмотра. Приоткроет вам тайны его, вспоминает ли он о вас сегодня, независимо от вашего возраста и статуса, а также независимо от того, вы себе ищете мужчину или нет, или у вас есть отношения или нет, потому что во Вселенной нет времени. И сейчас мы просто вспомним о том, что Вселенная, она имеет огромные возможности для вас, возможности счастья. Итак, вот эти карты нам все покажут. Вначале я делаю предиагностику, как вы уже знаете. Я ищу вас, и потом эта карта ваша, она займет магическую позицию, другими словами. Это он, письмо перед ним и змея после него. Окей. Теперь вас ищем. И эти карты потом займут позиции сигнификаторов, то есть покажут вас и его в раскладе. И этот общий расклад будет рассчитываться с вами, как будто вы ко мне сюда пришли, и я сделала для вас консультацию. Сегодня такой формат у меня большой, очень. А вообще на моем канале есть разные форматы. Смотрите, пожалуйста. Другие форматы тоже. Итак, это вы. Какое вам послание? Здесь карта совы, и вы смотрите на работу. Ну, конечно, нужно сказать, что карта показывает все сферы жизни обычно. И если это о работе, то вы сейчас думаете о своей работе тоже, и о нем, и о том, что там что-то на работе не так. Это первое. Второе, это касается того, что у вас разговоры с собой, как будто вы одиноки. Вы с собой так разговариваете, я что одна, мне грустно. Вот это просто предиагностика того, что сейчас вы чувствуете. Я вашу карту оставляю здесь, она нам понадобится. И сейчас посмотрю его предиагностику, потом начнем расклад. Итак, он вышел с такими картами. У него сзади была карта письмо, а то, куда он смотрит, это карта змея. Ну, во-первых, немножко сдвину. Во-первых, карта, конечно, змея может говорить о том, что он умный, он сейчас принимает какие-то умные решения, потому что это карта ума, находчивости и такой зрелости мыслей, зрелости чувств. И письмо указывает на то, что он пишет вам мудрое письмо сейчас, да? Он хочет вам послать мудрое послание, сказать вам, что то, что ты надумал, это неправда. Потому что, конечно, карта змея может показывать на ваши подозрения в его изменах или на ваши подозрения о том, что он недостаточно вам уделяет внимания или недостаточно вам времени уделяет. А может быть просто ссора элементарно, да, змея может показать ссору завистника. И сейчас он вам хочет в этом письме, именно магическом, которое вы получаете из этого расклада, сказать, что это все неправда. Понимаете, что, в общем-то, он хотел бы оправдаться, очень хотел бы оправдаться. И это оправдание, оно будет довольно аргументировано. Ему можно верить. Можно запросто ему верить. Потому что он взвесил все. Змея – это та, которая взвешивает, принимает правильное решение. И вам кажется, что там в разговоре было что-то не так, это правда. Но он подумал обо всем, взвесил все. Я продолжаю перемешивать карты, потому что сейчас будем начинать расклад. Змея тоже представляет часто завистников, недоброжелателей, людей, которые могли помешать вашим отношениям. Вы знаете, иногда женщины, вот по сути своей, даже не зная этого, как бы бессознательно совершенно, мешают отношения влюбленных, потому что они вот, какая-то дьявольская сила есть в них, да, хотят тоже привлечь к себе внимание. Типа, вот смотри, у вас все хорошо, а пусть он посмотрит на меня. Это соревновательная функция таких женщин иногда, она вот даже и без желания им завладеть, а просто как бы, такая подлость бывает у людей. И эта подлость неоснованная.
ничем. И она не нужна даже человеку, просто так. Просто так. Это бывает такая женская сущность. И она завязана обычно на травмах из прошлых жизней, на многих негативных ситуациях, и хочется как бы получить реванш. Скорее всего, в вашем окружении есть такая женщина, и она вас поссорила. Кстати, эта женщина может быть даже та, которая вас очень любит, или его очень любит. То есть в данном случае ваша мать или его мать. Ну вот такая сущность у человека. Потому что каждый человек на этой земле, когда он живет и воплощается, он немножко дьявол, немножко ангел. И знаете, это все естественно, поэтому не бойтесь, не бойтесь. Он, кстати, это сразу увидел и понял, вы не увидели, потому что вами владел страх. Угу. И он умеет ценить, потому что змея это ценить тоже. И достойно понимать те счастливые моменты между вами. Он верит в свою счастливую судьбу именно с вами, потому что письмо здесь. И никакой негатива из прошлых жизней, из прошлых людей. Мама там, я не знаю, сестра или же его бывшая или случайная женщина на какой-то вечеринке там ему строила глазки просто от своей стервозности, да. На него не повлияет никак. Я сейчас собираю эти карты, и будет расклад, думает ли он о вас сегодня и что он думает о вас сегодня. Мы назад привлечем вашу карту и его, и то, что будет выкладываться перед вами, такой сегодня большой экран, будет именно тем разговором, который мы вызываем. Я карты перемешиваю еще раз. Карты все судьбоносные будут выходить и будут показывать вам правду, что он о вас думает именно сегодня, сейчас. Эта карта «Сад» вышла. Карта «Сад» очень хорошая. Он вспоминает те счастливые моменты между вами. Он вспоминает какие-то сексуальные моменты. Вы видите, что здесь особое значение в этом саду уделено лилии, красной лилии. Красная лилия – это не просто символ, а это исцеляющий признак сексуальным отношениям. Вообще, кто не знает, в алхимии и вообще по законам Парацельсуса здесь, в алхимии, в астрологии, в раскладах, да, в эзотерике действует принцип «подобное лечит подобное». И это старинный принцип, когда символ, он начинает оживать, и он помогает вам. То есть это не символ современной медицины, нет, совсем другое, это символ эзотерический. Но я во многих видео более подробно это все рассказываю, так что можно найти, посмотреть на моем канале, очень много видео есть на эту тему. А здесь просто доверьтесь, расслабьтесь, получите удовольствие, у вас все получится. Будет какой-то неожиданный поворот в вашей жизни, который принесет вам новую сексуальную близость. И вы примете это, как вот это уже произошло, потому что на этих картах это как будто уже все произошло. Именно это будет. Будьте благоразумны, умейте выждать этого момента, потому что это очень стабильное равновесие, поскольку карта «Сад» — это равновесие в ваших отношениях. Вот он хотел бы вам сказать, что он сексуально вас желает. Это вот так вот все просто здесь. Я убираю карту «Сад», и будет следующая карта. Думает ли он о вас сегодня? Что он думает? Это карта сердца. Конечно, он думает о вас с любовью. Он хотел бы новый виток в ваших отношениях. Это виток любви, виток взаимопонимания. И это ваша счастливая судьба, как в паре, конечно. За тем падением, которое было, следует подъем. Подъем в отношениях, подъем в любви. Это такой взлет чувств. Взлет чувств. Сердце тоже предвещает спокойную жизнь с ним. Долгую, спокойную, счастливую жизнь. Когда в сердце покой, это значит, что вы ему доверяете, а он доверяет вам. И все у вас хорошо. Очень хорошая карта. И она предвещает вам любовь, его любовь. Он вас обожает, любит и хотел бы, конечно, увидеть вас как можно скорее. Кстати, расклад тоже актуален для тех, кто не имеет любви, потому что мои гадания, они все магические, и они привлекают любимого. Так что, если вы не имеете любви, еще это расклад на вызов любимого. Итак, что он о вас думает сегодня? Возьмем карту. Угу.
Рыбы – это любовь, чувство. Он даже не думает, а чувствует сегодня к вам любовь. Я спросила, что он думает о вас сегодня, вышла карта чувств. Он, конечно, чувствует больше, чем думает. И перед этим были две карты, это сад и сердце, и они говорят, что он чувствует. Он чувствует к вам сердце, горячее чувство любви и гармонию по карте сад. И отношения идут правильной дорогой, потому что рыбы все время плывут, да, правильной дорогой. Дорогой любви. Скоро улыбнется удача и будет с ним встреча долгожданная. Потому что он на чувственном уровне хотел бы вас увидеть. Вот ему приятно лицезреть вас, ему приятно вас обнимать, слышать ваш голос. Вообще просто приятно быть рядом с вами. Потому что рыба – это карта чувств. Теперь можно просто успокоиться. Это полный успех любви. Прекрасное положение. Даже жены может быть положение уже новое, когда у вас отношения перейдут на новый уровень. Очень хорошо все выходит. И сейчас именно судьба к вам очень благосклонна. И для тех, кто себе ищет вторую половинку, ту самую вторую половинку, которую вы долго ждали и искали, сейчас судьба предоставит вам ее. И вам предстоит встреча с человеком, который станет вашей судьбой. И вас ожидает, кстати, в семейной жизни не только любовь, но и достаток. Потому что карта рыбы – это достаток. Вас ожидает достаток и любовь. Он будет хорошо зарабатывать, у вас будет достаточно денег. Вы тоже не будете, конечно, сидеть сложа руки, и ваша карьера пойдет в гору, вы сможете зарабатывать для семьи, для себя. И у него, и у вас будет процветать бизнес, и у него, и у вас будут пополняться чувства друг к другу. Чувство благодарности за то, что вы есть в его судьбе. Он и имеет эти чувства благодарности. И ваша судьба, ваша личная и ваша общая судьба, она идет в правильном направлении. Именно карта рыбы вместе с картой сердца и сад говорит, что удача вам улыбается теперь. И он понял, что без вас не может, вы та единственная женщина, одна лишь всего, которая ему нужна. Конечно, рыбы – это взаимопонимание и согласие. Вот именно это предвещают карты. Именно это согласие предвещает вам карты. Поддержка высших сил, баланс и гармония. Вообще редкостная гармония. Когда выходят рыбы и сердце, это редкостная гармония. Вообще люди не понимают, кто меня там обвиняет за что-то, что какие у меня расклады. Понимаете, сбудется расклад только для тех, кто доверяет, это первое. Ну а второе, наши мысли, наши слова, наши действия – это чертежи нашей будущей жизни. Так что считайте, смотрите, считайте сами, какие чертежи вы себе будете выбирать. У меня на раскладах только счастливые чертежи, конечно. И мы чертим свою жизнь. А теперь я хотела бы посмотреть, есть ли какое-то предупреждение для вас, для вашей пары. Может быть, какие-то еще есть у него мысли. Да? Посмотрим предупреждение, может, что-то такое. Эта карта очень хорошая, никаких предупреждений я не вижу. Это карта совы, то есть он очень мудро, он мудро все решил. То есть вот это все, что мы видели в предыдущих картах, это сердце и чувство, это не спонтанно, так знаете, он просто так вот подумал. А это все он решил, потому что совы – это мудрость. Это то, что он ночью думал, при луне, по вечерней дорожке, по ночной дорожке думал. Когда он приходит домой и думает, он думает, да, вот именно эта женщина мне нужна, эти мысли о нем, если вы с ним в разлуке. А если даже вы с ним живете вместе, и по вашему мнению он там молчит, мало говорит, но он думает только о хорошем, понимаете? Если у него там выражение лица какое-то, ну вот он мужчина, у него такое выражение лица, не всегда оно такое, знаете, умиротворенное, да.
Так что карта совы говорит, что он выстрадал эту любовь к вам. Она не просто так к нему пришла. Ему пришлось долго сражаться со своими внутренними страхами, с какими-то предрассудками, которыми ему навязал род или родители. И он выстрадал эти чувства к вам. Они не случайные. Они наработанные им, как намоленная икона. Это место его силы. Вы, ваше сердце, это место его силы. Он это знает. Он это знает. И он обязательно сделает шаг в сторону примирения, если вы поссорились. А если ищете друг друга, он обязательно именно к вам сделает шаг. Ну а вы сделаете шаг к нему. И, как я уже говорила, весь мир – это обувный магазин. Старайтесь найти его из 1000 пар обуви. И пока ищете, получайте кайф. Тогда все получится. Эта карта совы тоже говорит, что сейчас у него в уме забрежил такой свет. Это как бы приутренний свет. Свет в конце тоннеля. Это карта утешения. Вот когда он думает о вас, вспоминает вас, думает, что он хотел бы вас увидеть опять, ему как-то утешительно становится, тепло внутри. Он получает утешение. Если у вас между ним и вами была какая-то тяжелая полоса в отношениях, будет награда. Награда встречи, награда любви. И вы получите моральную помощь и поддержку из своего окружения. И он получит моральную помощь и поддержку из его окружения. То есть здесь его род и ваш род. Одна сова – это ваш род, родовые корни, поддержит вас. Сила вашего рода поддержит вас в этих отношениях. А сила его рода поддержит его в отношениях с вами. Вы получите моральную помощь, моральную поддержку из ваших родовых душ. Он знает, что ему повезло с вами. Как он о вас думает? Вот именно сейчас сова – это очень сильная магическая карта, идет очень сильный мне магический поток. Он говорит о том, что сейчас он очень сильно о вас думает. И думает вот о чем. Ведь карты читаются вместе в раскладе, правда, а не по отдельности. И он думает о том, что ему повезло с вами. И утешитесь вы вот таким чувством дружба, любовь, потому что там еще была и карта сад, а это карта дружбы. То есть карта сад, карта дружбы, а сердце и рыбы – это карта чувств любовных. И этим утешится его сердце. Он знает, что вы только тот единственный человек, с которым ему спокойно будет жить дальше. Понимаете? Он доверит вам, кстати, ой, извините, экран был не очень четкий. Он доверит вам все свои тайны, все переживания. И, кстати, от вас он ожидает сочувствия и понимания. Некоторые из вас скажут, ну, еще бы. Вот именно этого он ожидает, да. И он искренне к вам относится и бескорыстно. Если перед этим вы чувствовали, что как будто он что-то от вас хочет взять, вы должны знать, что он искренне и бескорыстно к вам относится. Он просто нуждался в поддержке в тот момент очень-очень сильно. И знаете, когда у него раньше из рук вон шли плохо дела, вы помните такую ситуацию, да? Он искал в вас надежного друга. В его тяжелой ситуации ему нужно было ваше плечо. Вы думали, ну вот как мужчине плечо. Но ему нужно было это. Простите ему это. Он не мог просто сам справиться с навалившимися на него проблемами. А вот эта карта говорит, что теперь он выбрался из проблем. И карта совы, и сердце, и рыбы предвещают новый этап в вашей жизни. Он, кстати, получил помощь не только от вас, но и из сил своего рода, от высших сил. Как-то все повернулось теперь к нему лицом. Он, кстати, будет обеспеченным человеком, потому что сова – это мудрость, а тот, кто мудрый, тот заработает. Понимаете? Конечно. Угу. Я сейчас еще спрошу, может, еще что-то нужно знать такое в его мыслях, чувствах и в действиях. Смотрите, вышел мужчина.
Это может быть тот же самый мужчина, как вот и он здесь ваш, но днем, потому что он одет. Это может быть другой мужчина в вашей жизни. Может быть, так как вы общались с этим мужчиной, это отложило отпечаток общения с другим мужчиной раньше. Может быть, с отцом. Может быть, с другим любым мужчиной по памяти вашего рода. Либо же с мужчиной, которого вы любили и который вас обидел очень сильно. Вам что-то такое говорил, как «выходи замуж, я буду твоим любовником». Да? Или, например, «я люблю твою подругу, а с тобой так просто встречаюсь». Ну, что-то такое в юности, была какая-то очень сильная обида. Но у кого не в юности, это может быть даже прошлый супруг или прошлый партнер. А, кстати, он знает об этом человеке, может быть, или же намеком вы сказали, или ему кто-то сказал. И это, может, послужило недомолвкой. Ну, это, знаете, он так вспылил, теперь он уже это забыл. Ну, любой мужчина – это собственник, он хотел бы быть единственным, да. Вообще, два мужчины, может, в вашей жизни вы с одним, а мечтаете о другом. Но не мечтайте о другом, потому что другой имеет свои заморочки, о которых вы даже не знаете. Остерегайтесь таких мыслей. Это немножко безрассудный поступок, потому что когда мы с одним, мы не можем думать о другом. Это ни к чему хорошему вас не приведет, потому что вы разочаруетесь в жизни. Да, это вот нехорошая магия. Это, конечно, злые силы пытаются вам что-то сказать, что-то вас где-то упрекнуть. Это может быть, конечно, конкурент в любви. Может, кому-то вы нравитесь, и кто-то может вас выиграть, хочет вас выиграть, ваше расположение. Мужчины бывают точно такие, как и женщины. Они хотят выиграть женщину просто как охотник, да, чтобы убить добычу. Остерегайтесь таких мужчин. Это алчные мужчины, нехорошие. Вы для него как какая-то покупка, что ли. Остерегайтесь таких мужчин. Будьте принципиальны здесь. По отношению вот к своим мыслям будьте принципиальны. Знайте, что такие мужчины у вас воруют ваши мысли. У вас воруют вашу душу и энергию. Просто такие воры, да, своеобразные энергетические вампиры. Воруют вашу молодость, потому что вы плачете, воруют вашу молодость. Хотят выиграть вашу симпатию любой ценой, но чтобы вами воспользоваться, просто посмеяться над вами, или даже, знаете, даже не посмеяться над вами, а знать, что он может выиграть. Это очень плохие люди. Вы обворожительная, вы умная женщина. Вы очень симпатичны многим мужчинам, так что вот такие волкодавы, они выискивают таких, как вы. И обычно такие мужчины, они обладают привлекательными чертами, к сожалению. Они просто артисты, они умеют пользоваться своими этими чертами. Это плохие люди. Угу. Остерегайтесь таких людей. Да, пусть в вашем сердце будет трезвый расчет, потому что в отношениях нужен трезвый расчет. Обязательно. Обязательно. Такой житейский практицизм. Да, это житейский практицизм, он нужен в отношениях, потому что любые серьезные отношения – это скорее бизнес, чем любовь. Вот вы скажете, ну да, что она говорит такое, да. На самом деле это так. Когда любовь – это бизнес, тогда будет горячая любовь. А когда любовь – это эмоции, ни к чему хорошему это не приведет. И есть какая-то третья персона, которая хочет вам навредить. Да. И я знаю, что вы огромное внимание уделяете своей внешности, манерам и правильно делаете, потому что должны быть манеры доброжелательного человека, да, приятного. Это у вас есть все, это особая эстетика, особое искусство. У вас красивая одежда, вы заботитесь, чтобы все было такое, дизайн был правильный для вас. Правильно, это вы добиваетесь успеха с вашим любимым, но вы должны знать, что в этот же момент есть другие мужчины, вампиры, которые тоже это видят и которые хотят вами воспользоваться. Будьте осторожны. Вы своей внешностью олицетворяете какую-то небесную красоту и любовь. Такое чувственное влечение к вам испытывает не только ваш любимый, но еще кто-то, еще кто-то. Ну-ка, что-то такое. Посмотрим, что-то еще. Разговоры идут. Вторая, кстати, карта разговоров вышла, да? Разговоры идут с кем-то. Какой-то мужчина о вас говорит.
или с вами разговаривает, пытается вас в чем-то убедить и пытается вам навязать свою волю. Остерегайтесь такого. Он хорош собой, он остроумен, он воспитан, он элегантен, галантен. Он как бы и претензий вроде не имеет внешних никому, но внутренне он ядовитый. Это лишь маска вежливости у него. Угу. Даже может быть такой утонченный, изысканный, умник. Маска вежливости. Есть такой человек, может, у некоторых, кто меня слышит. А если вы будете, кстати, искать мужчину, вам могут встречаться и вот такие, и такие. Выбирать будете вы. Но вот видите, еще одна карта вышла, это карта любви. Выбирайте того, кого вы любите. Не поддавайтесь на провокации некоторых мужчин. Угу. Потому что вот те внутренние ценности любви, знаете, семьи, и вот такие мужчины с внутренними ценностями семьи, они часто внешне, вот никакие даже, такие обыкновенные. Вот этот обыкновенный мужчина будет партнером на долгие годы. И он сейчас о вас думает. Вы же спросили, какие мысли о вас именно сейчас. И я сейчас буду подытоживать расклад, мы его заканчиваем. Да понимаете, что два мужчины думают о вас. Один думает, как бы вас использовать, а другой думает, как бы вам дать любовь, семью, защищенность, материальный достаток. Вам выбирать. Вам выбирать обязательно. Выбирайте того, кто имеет ценности семьи, скорее всего, потому что с ним у вас будет стабильное счастье, нежность, добродетель. Вот мужчина, который нежный, добродетельный, он, конечно, не такой герой в постели, может быть, на первый взгляд, но это потому, что еще мы к нему так относимся, да, в постели. Это ведь обоюдно, да. Здесь я копнула глубоко, это, может, уже на другие видео перенесу свои, да. Вот такой мужчина, у которого тонкое, утонченное отношение к вам. Вот его выбирайте, он наверняка. Он вот такой простой, утонченный, даже где-то наивный. Наивный, именно наивный. Потому что семейные отношения, они как у детей, они должны быть вот немного такие банально наивные. Банально наивные. И вот именно такие отношения, они счастливые. Конечно, цветы символизируют тоже изобилие. А это изобилие в любви, его изобилие чувств к вам. Посмотрите, какие карты выходили. Я возьму, покажу еще. Вот рыба – это чувство, сердце. Изобилие любви к вам. Гармоничные отношения, сад. Гармоничные отношения к вам и изобилие любви. Цветы, конечно, это его сексуальное притяжение к вам. И он думает о вас, конечно, как о человеке, с которым он хочет быть. Во всех его проявлениях. Вы сами понимаете, во всех проявлениях что-то значит, да? Именно этого он и желает. Именно этого он и желает. Карта букет символизирует встречу, свидание для тех, кто ищет себе новых отношений. Свидание именно с таким мужчиной, которого я описала. Промотайте назад, чтобы конкретно еще раз послушать, если вы пропустили. И его мысли о вас сегодня это любовь. Букет, сердце, чувства, рыбы – это все любовь. Любовные мысли. Самые благородные, самые чистые, любовные. Вы знаете, эта внешняя пелена, она же навязана нам социум, работа, в семье часто передрязги, ну, я имею в виду там родители и так далее, да. Сила какая-то, знаете, со знаком минус внешняя, часто она откладывается. И вам кажется, что так и не так, может, раздражен, а внутри стержень любви именно к вам. В это нужно верить, и это обязательно будет у вас. Здесь я расклад буду заканчивать, но, пожалуйста, не уходите. Еще осталось пару минут, побудем вместе, и потом будут следующие расклады. Можно посмотреть на моем канале много предыдущих раскладов. Я очень давно на YouTube, у меня очень много раскладов на любовь именно на этом канале. Так что можно много посмотреть чего полезного, целительного. Кто-то спросил, можно ли смотреть несколько раскладов. Если в кайф, смотрите сколько хочется, потому что вы увидите со временем, как ваша жизнь будет меняться к лучшему. Именно моих раскладов можно смотреть столько, сколько хочется.
Потому что гадание может быть грех и вредным, вы знаете сами, если оно настраивает на что-то негативное, да, поскольку наши мысли и наши слова и наши действия – это вот такая карта, чертежи нашего будущего. Сами думаете, какие чертежи вы делаете. Я вам предлагаю вот эти чертежи, которые выведут вас на дорогу успеха, конечно. И если у вас есть желание меня поблагодарить, если я вам действительно помогаю, да даже расслабляю вас немного, это дорогого стоит. Многие выбирают опасные пути к расслаблению, как алкоголь, курение и так далее. Многие выбирают медикаментозное, что тоже хорошо для многих, но тоже небезопасно. А у меня чисто экологическое расслабление, потому что только на удачу, и оно не имеет никаких побочных действий на ваш организм. Не имеет побочных действий на физическое тело и, конечно же, на ментально-эмоциональное, поскольку здесь мы только настраиваем на то, что будет все хорошо, и оно так и будет. Поэтому, если у вас есть желание поблагодарить за мою работу, за мою бесплатную работу, можно поставить лайк. Либо же можно поделиться в комментариях своими чувствами. Ответить особенно хорошо на комментарий другого или написать в вашем комментарии слово «комментарий». Тогда это действительно хорошо будет. Но если вы напишите просто «спасибо, благодарю», это такой откуп своеобразный. Такой комментарий даже YouTube не учитывает, и для меня это даже обидно. Иногда бывает так, что человек напишет «благодарю» и даже не поставит лайк. Такое бывает часто. Как бы откуп, да? Что, мол, без благодарности нельзя принимать гадания. Но это, скорее всего, не у всех, но у некоторых. Это просто предрассудок. Потому что если вы мне дали то, что мне не нужно, это, в общем-то, и не считается благодарностью. Так что, если хотите написать, напишите какой-то нормальный комментарий, не одно слово. Благодарю за понимание. Но я знаю, что многие пишут просто так, не зная, что YouTube не учитывает маленькие комментарии. И такое бывает. Или бывает так, что человек и напишет «благодарю», и поставит лайк. И я благодарна вам за это, конечно. А я говорю, знаете, это потому что, несмотря на то, что у меня очень много подписчиков, я ведь могу проверить аналитику и вижу, что из подписчиков смотрит меня менее 10%. Можете себе представить? Всего лишь только 10% подписчиков смотрит мои расклады. А в основном вот то большое количество просмотров, что вы видите, это посмотрели не подписчики. Так что подписывайтесь. Подписывайтесь, потому что это будет лучше для вас. Вы подписываетесь на позитивные расклады. Я пришла к вам, сделав для вас расклад, а вы приходите ко мне. И просто посмотреть расклад, это не значит прийти ко мне в гости, нет. Прийти ко мне в гости – это подписаться, конечно, на канал. А еще некоторые не могут оставить комментарий, потому что не имеют такой почты Gmail. Такую почту можно открыть, это бесплатно. Вбейте в поиск Google gmail.com и откройте такую почту, и будете запросто писать все, что захотите. Ничего вам не стоит. А еще кто-то, кто хочет меня как подружку взять на чашку кофе или чая в ближайшее эзотерическое кафе, я буду счастлива с вами пойти. А для этого нужно зайти на мой сайт kolena.com. Переход, кстати, есть под каждым видео. И там оставить мне небольшой донат. $1 или $2. Сколько пожелаете. И особенно столько, сколько не в накладно. Если для кого-то $1 это большие деньги, я вас умоляю, не оставляйте мне донат. Мне не нужны такие деньги. В вашем случае просто поставьте лайк. А если вы хотите мне оставить $1 или $2, сразу возле доната есть переход на эксклюзивный просмотр. Это моя благодарность вам. Потому что все просмотры на моем канале, они монетизированы. Все знают, что бесплатно предсказывать нельзя. И чтобы защитить свою карму, я ставлю монетизацию. То есть рекламодатель спонсировал ваш просмотр. Большое спасибо. Всех вас обожаю, люблю. И с нетерпением жду нашей новой встречи. Всем добра и любви. Пока.